Сегодня мы расскажем историю Бобби Диола, сына легендарного актера Дхармендры, чей жизненный и творческий путь является продолжением наследия отца. Жизнь Дхармендры продолжается в его детях, и Бобби, идя по стопам знаменитого родителя, несет это наследие дальше на экране и в семье. После ухода из жизни великого актера его семья устроила трогательную церемонию прощания, обряд погружения праха в священные воды реки Ганга на Випххате в Харидваре. В ритуале участвовали сыновья Санни и Бобби Диол, а также внук Каран Диол. Особенно сильный эмоциональный момент произошел, когда Бобби, не в силах сдержать слезы, крепко обнял Карана после завершения церемонии. Этот жест стал символом семейного единства и поддержки в трудную минуту утраты. Прощание проходило на рассвете, в атмосфере скорби и молитвы. Родные актера, одетые в традиционные белые одежды, старались сохранить личный характер момента, держась подальше от прессы. Для Бобби этот день стал одним из самых тяжелых. Он не только выполнял священный долг сына, но и осознавал, что потерял человека, который долгие десятилетия был опорой всей семьи и вдохновением. Его слезы и объятия с внуком напомнили всем, что за блеском кинокарьеры стоят настоящие человеческие чувства. 27 января 1967 года в семье известного актера Дхармендры и его супруги Пракаш Каур появился на свет сын, которого назвали Виджай Сингх Диол, более известной публике как Бобби Диол. На тот момент семья уже воспитывала старшего сына Санни и жила в Бомбее, где глава семьи активно снимался в популярных болливудских картинах, таких как «Зита и Гита», «Любимый Раджа», «Месть и закон» и других. Мать вела традиционный образ жизни, полностью посвятив себя дому и заботе о детях, сыновьях Санни, Бобби и дочерях Аджити и Виджити. Позже в личной жизни Дхармендры произошел переломный момент. Он увлекся своей партнершей по съемкам, прекрасной Хемой Малини. Их роман вызвал общественный резонанс и осложнил отношения с семьей. После длительных разбирательств и согласования с религиозным советом актер женился на Хеме, не расторгая первый брак. В этом союзе родились дочери Эша и Ахана, ставшие сводными сестрами Бобби. Детство братьев проходило рядом с миром кино. Они часто навещали отца на съемках, наблюдая, как создаются фильмы, а иногда даже участвовали в массовке, воспринимая это как веселое приключение. Когда Бобби исполнилось 10 лет, ему доверили небольшую, но заметную роль юного героя в фильме «Вечная сказка любви». Настоящим же началом его актерской карьеры стала роль в романтической драме «Сезон дождей» режиссера Раджкумара Сантоши, вышедшей в 1995 году. Именно тогда Бобби Диол впервые заявил о себе как о самостоятельном актере Болливуда. Творческий путь Бобби Диола начался с успешного дебюта в фильме «Сезон дождей», за который он получил престижную награду Болливуда для лучших новичков-мужчин. Эта победа стала для него настоящей поддержкой после потери рекламных контрактов из-за травмы ноги на съемках в Шотландии. С 1997 года Бобби регулярно появлялся на экранах в хинди-фильмах. За триллер «Скрытая угроза» он получил высокую оценку критиков и оказался в ряду с такими мэтрами, как Раджа Барбара и Ом Пури. В детективной мелодраме «Тайна» актер снялся вместе с Каджол и Манишей Кайралой, удивляя зрителей запутанным и интригующим сюжетом. Неудачным оказался проект «Влюбленный самозванец» с Айшварьей Рай, после чего Бобби вернулся к мужскому кино, блистательно сыграв роли в фильмах «Рядом с тобой» и «Доброе имя». В 1999 году старший брат Санни Диол дебютировал как режиссер, сняв «Очарован тобой», первый совместный проект братьев, который, несмотря на критику, стал важной вехой в истории семьи. Бобби также мастерски воплощал образы молодых бунтарей, стоящих на пути мести, особенно заметно проявив себя в политической драме «Убийца поневоле». Некоторые роли, как в «Скорпионе» и ремейке «Коварный незнакомец», критики оценили низко, указывая на статичность игры, однако его партнеры получали заслуженные похвалы. Переломным моментом стала номинация на фильм за роль состоятельного бизнесмена в триллере «Мечта афериста» 2002 года, где Бобби показал заметный рост как актер. После этого он вернулся с чередой зрелищных и коммерчески успешных фильмов, параллельно участвуя в музыкальных проектах и видеоклипах.
За роль в «Хостеле любви» 2023 года Бобби был отмечен премией ZC Awards, а в 2024 году получил награды и номинации за воплощение антигероя в фильме «Животное» и фэнтези «Кангува», окончательно закрепив за собой нишу убедительных злодеев в индийском кино. Бобби Диол доказал, что за его внешней харизмой скрыта настоящая страсть к профессии, умение преодолевать трудности и желание дарить зрителям сильные эмоции. Личная жизнь Бобби Диола не была отмечена громкими скандалами, однако его история любви не уступает по романтичности сюжетам индийских мелодрам. В начале карьеры актер испытывал симпатию к нескольким коллегам, был помолвлен сначала с Пуджи Бхат, а затем с Нилом, но до брака дело так и не дошло. Тогда Бобби решил изменить подход к поиску спутницы жизни и познакомился с дочерью финансового специалиста и владельца компании. Таню он впервые заметил на вечеринке. Миниатюрная и юная красавица, ей еще не исполнилось 20, сразу привлекла внимание актера, но взаимного интереса тогда не возникло. Таня не узнала Бобби и, хотя заметила взгляд, прошла мимо. Через несколько недель они случайно встретились на другой вечеринке с друзьями, где нашли общие темы и знакомых. Вскоре Бобби позвонил Тане после вечеринки. Девушка взяла трубку, но сонная пообещала перезвонить и не стала. Тем не менее, через неделю они уже разговаривали по телефону всю ночь. С этого момента звонки стали регулярными. На свидание актер ее не звал, они проводили время на совместных мероприятиях. Однажды, провожая Таню домой, Бобби сделал ей предложение. Девушка посоветовалась с мамой, представила возлюбленного родителям и согласилась. Торжественная свадьба собрала на празднике 10 тысяч гостей. В официальных аккаунтах Бобби можно увидеть множество семейных фотографий, где он с женой и сыновьями, Арьяман, родившимся в 2001 году, и Дхармам, появившимся на свет в 2004 году, последнего назвали в честь дедушки. Актер открыто говорит о своей безграничной любви и преданности семье и друзьям, признавая, что его дети стали лучшими друзьями в жизни. Благодаря сыновьям Дхармендры, Санни и Бобби, наследие великого актера живет дальше. Желаем им успехов, счастья и процветания, а их творческий путь пусть продолжает вдохновлять зрителей.